скольжение. Наконец мы подошли к тому моменту, когда вы готовы получить ответ на загадку смотрителя. Утверждение, что каждый человек имеет право на реальную свободу выбора своей судьбы, является загадкой до тех пор, пока не ясно происхождение зависимости, то есть несвободы. Теперь, на основании всего сказанного в книге, я могу дать ответ. Вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Видите, ответ очень простой и короткий, как секрет алхимиков на изумрудной скрижали. Но если бы я дал ответ в начале книги, вы бы ничего не поняли, не правда ли? Зависимость состоит в том, что вы приняли участие в навязанной битве. Как только пробуждаетесь во сне наяву, прекращаете борьбу с собой, с миром и покидаете поле битвы, вас уже ничто не удерживает. Битва продолжается уже без вашего участия, а вы свободны идти, куда вздумается, и выбирать все, что хотите. Мир, как зеркало, отражает ваши отношения к нему. Когда вы недовольны миром, он отворачивается. Когда боретесь с миром, он борется с вами. Когда прекращаете свою битву, мир идет навстречу. С самого рождения маятники указали на ваше место в этом мире. Вам навязали шаблон мировоззрения, объяснили правила игры, отвели роль и тем самым заключили в футляр обусловленности. И в то же время выдали фальшивую декларацию независимости. В соответствии с этой декларацией можете выбирать. Вас подвесили на нить, как марионетку, и отпустили, дескать, желайте, чего хотите, и добивайтесь, как хотите. Вы начинаете дергаться на нитке и добиваться, но безуспешно. Тогда вам дают понять, что нужно еще более упорно бороться с собой и с миром, чтобы завоевать свое место под солнцем. Таковы правила игры маятников, сражайся и делай, как я. Вы воспользовались лишь свободой участия в битве. Да, это тоже выбор. Вы всегда получаете то, что выбираете, это непреложный закон. В битве маятников человек не способен одержать победу, он может только получить приз, но и этого добиваются лишь единицы. Задача маятников состоит в том, чтобы скрыть подлинную свободу. На самом деле вас никто не может заставить принимать участие в битве. Вам могут только внушить, что другого выбора не существует. И это действительно так, нет другого выхода до тех пор, пока держитесь за нитку важности. Чтобы обрести свободу, необходимо отказаться от важности, не придавать избыточно важного значения ничему, ни внутри, ни вне себя. В большинстве случаев, для того чтобы сбросить важность, достаточно проснуться и осознанно изменить свое отношение. Мы все спим наяву и механически играем свои роли. Глубина нашего сна опять же пропорциональна значению, которое сами придаем всем атрибутам игры, поэтому мы пленники своей важности. Но не является ли попытка изменить свое отношение той же борьбой? Нет. Вы боретесь с собой, когда пытаетесь удержать свои эмоции. Теперь, когда вам известно, в чем заключается игра маятников, можете осознанно изменить свое отношение к ней, не принуждая себя. Тем самым вы делаете выбор в пользу свободы от битвы. Сами устанавливаете правила игры. Теперь ваша игра с маятником заключается в том, чтобы нарушать его правила. Такая игра превращает битву в потешное сражение с глиняным болваном. Вы как будто осознаете, все происходящее всего лишь сон наяву. Отстраняясь со сцены в зрительный зал, вы вдруг понимаете, что это вам решать, продолжать участвовать в битве или просто спокойно пойти и взять свое. Конечно, сразу оборвать нити важности не удастся. Невозможно вот так просто взять и избавиться от избыточных ценностей и комплексов. И не нужно избавляться, поскольку это опять борьба. Все дело в том, что нити важности постепенно сами оборвутся, когда вы прекратите свою битву. Всякую важность, которую удается сбросить осознанно, сбрасывайте. Все, что не удается, трансформируйте в действие. Крутите в мыслях целевой слайд, выполняйте визуализацию процесса и спокойно переставляйте ноги в направлении к цели, это и будет вашим действием. Отказ от битвы тоже действие. Дайте возможность себе и миру быть такими, как есть. Не нужно изменять себя и бороться с ним. Как только вы откажетесь от битвы, с каждым днем свобода будет становиться все более ощутимой.
Невозможно также разом избавиться от груза проблем, которые вы накопили за свою жизнь. Но соблюдая принцип координации, вы постепенно выберетесь из дремучего бурелома на ровную дорогу. Нет гарантии, что сразу все пойдет гладко. Вас ждут провокации маятников, препятствия и разочарования. Главное, не отчаивайтесь, не впадайте в уныние. Со временем все наладится, ведь у вас в руках мощная техника управления судьбой. Если удалось проникнуться сознанием того, что вы способны управлять событиями своей жизни, если вы обрели уверенность и чувствуете подъем, ждите неприятных сюрпризов. Скорее всего, вы получите щелчок по носу той или иной силы, в зависимости от интенсивности уверенности и подъема. Это равновесные силы реагируют на ваш избыточный потенциал. Не поддайтесь искушению вообразить себя кукловодом или режиссером-постановщиком пьесы «Моя жизнь». Конечно, вы действительно режиссер, но только исключительно своей судьбы. Но в пьесе «Моя жизнь» играете не только вы сами, но и окружение. Поэтому малейшее самомнение и самоуверенность создает избыточный потенциал. Может казаться, что вы вовсе ничего из себя не возомнили, однако на самом деле никто не может быть безупречным. Вы получили ключ к очень мощной силе, поэтому малейшее отклонение от безупречности влечет за собой ощутимые последствия. В идеале осознание того, что каждый человек хозяин своей судьбы, должно быть совершенно обыденным. Представьте себе, что вам выдали удостоверение, по которому вы имеете право покупать газеты в любых киосках города. Обрадуетесь? Вряд ли, ведь это и так ваше право. Вы не будете расстраиваться, если в данном киоске не удалось купить газету. Купите в другом киоске или вообще обойдетесь без газеты. Точно так же вы должны относиться к своей новой способности управлять событиями своей жизни. Я должен предупредить вас еще об одном. Трансерфинг не следует использовать с целью кому-нибудь навредить. Направляя визуализации враждебное намерение, можете отомстить досадившему вам человеку или группе людей, и это получится. Но потом вас ждут проблемы. Очень не советую заниматься черной магией. Даже если кажется, что ваше возмездие совершенно справедливо, не делайте этого. Если все-таки вам не удалось удержаться от соблазна, наслать на врага неприятности, ждите первое предупреждение, вы сами увидите знак. А если не остановитесь, будете наказаны. Не забывайте, что все мы гости в этом мире. Таковы условия свободы, вы можете выбирать, но не имеете права что-либо менять. Как известно, древние цивилизации погибли. От них остались лишь осколки в виде сооружений, подобных египетским пирамидам, и невнятных отголосков о каких-то тайных магических знаниях. Люди, овладевшие силой внешнего намерения, обрели слишком большое могущество и поэтому были не просто наказаны, а уничтожены равновесными силами. Таких цивилизаций, как Атлантида, было множество. Всякий раз, когда люди овладевали силой внешнего намерения, они забывали, что являются лишь гостями. А как известно, взорвавшегося гостя выдворяют вон. Особенно следует опасаться хвастовства перед знакомыми и близкими. Если будете вслух заявлять, что добьетесь своего, шансы на удачу сильно уменьшатся. Это тот случай, когда уверенность в себе перерастает в самоуверенность. Зная про себя, что своего добьетесь, вы не нарушаете равновесие. Это знание находится внутри вас, являясь вещью в себе. Но если другим людям декларируете, что получите то, чего у вас пока нет, вы создаете избыточный потенциал. Тогда включаются равновесные силы, направленные на устранение потенциала. Отсюда вывод: лучше вести себя скромно и держать язык за зубами. Конечно, когда вы уже добились своей цели, можете резвиться, только без телячьего восторга и эйфории, а то равновесные силы отберут у вас игрушку. Преобразуйте свой восторг в намерение праздника. Используйте свое право выбора и позвольте себе роскошь воспринимать жизнь, которая вас сейчас не удовлетворяет, как праздник. Теперь появилось не иллюзорное, а реальное основание для праздника надежды обрести свободу. Вы будете испытывать тихую радость от сознания того, что вы двигаетесь к своей цели, поэтому праздник будет всегда рядом. Эту тихую радость не смогут омрачить даже равновесные силы.
В соответствии с принципом координации, если вы будете воспринимать жизнь как праздник, несмотря ни на что, значит так оно и будет. Теперь нет нужды продолжать битву. Вы и так свое получите. Отказавшись от битвы, вы обрываете свои нити и получаете свободу, не теряя опоры. Опора – это течение вариантов. Нужно помнить, что ваш выбор будет обязательно реализован. Настраивайте излучение своих мыслей на целевую линию, и тогда течение будет направлено именно к вашей цели. Нет таких сил, которые могут помешать на пути к цели, если двигаетесь по течению, сохраняете равновесие и соблюдаете принцип координации. Вы больше не бумажный кораблик на волнах обстоятельств и не марионетка в руках маятников. У вас есть парус единства души и разума. Есть штурвал ваш выбор. Вы скользите в пространстве вариантов, используя ветер внешнего намерения.